Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал Z Handmade. Это третья заключительная часть видео мастер-класса по вязанию вот такого миленького комфортера снеговичка Малышкина. Итак, мы с вами остановились на том, что провязали 10 рядов без изменения, в каждом ряду по 48 столбиков без накида, с 5 ряда по 14 ряд включительно. И за кадром я решила полностью закончить вязание головы. Там ничего сложного нет, схему вязания я напишу здесь на экране. И прежде чем закончить вязание головы, фиксируем глазки между 10 и 11 рядами на расстоянии друг от друга 7 столбиков. 5 столбиков у нас видны и по одному столбику спрятаны под каждым глазиком. И далее сделаем утяжку личика. Для утяжки берем подходящую иглу и прочную нить. Заводим иглу между третьим и четвертыми рядами, но только не ровно посередине между глаз, а немножечко в сторону. Вот так вот. И выводим иглу у нижнего края глаза только в сторону 2 столбика от глаза. Здесь подтягиваем, оставляем небольшие хвостики и заводим иглу, захватывая под глазом 1, 2, 3, 4 столбика. Выводим иглу к начальному хвостику на расстояние 1-2 столбика. Далее хорошенечко все стягиваем. Да, и забыла вам сказать, голову желательно наполнять не сильно плотно, не так, как мы обычно наполняем, так как это комфортер, мягкое туловище, голова игрушки может быть такой мягенькой. И тогда даже легче делать утяжку. Итак, подтягиваем, все хорошенечко помогая себе пальцами. Нить завязываем на узелочки, лишнее отрезаем и хвостики прячем вовнутрь головы игрушки. И с этой стороны делаем то же самое, только в обратном порядке. Хвостики я еще пока не прятала в голову игрушки, потом спрячу. Здесь также захватываем 2 столбика от глаза и выводим к этому хвостику через столбик, через 2. Итак, это мы с вами сделали утяжку под нижним краем глаза. Теперь сделаем над нижним. То есть заводим иглу в этом же углублении и выводим над верхним глазом. Можно вывести вот так в сторонке, там просто заглушка от глаз мешает. Сделаем так. И теперь с внутренней стороны проберемся сюда поближе. Так, теперь захватывая над глазом пару столбиков, выводим иглу к хвостику на расстоянии 1-2 столбика. И теперь здесь тихонечко подтягиваем, следим за тем, чтобы нить утяжки не попала между глазом и блестящей прослоечкой. Ее можно вот так вот пододвигать иглой, так даже поставить и стянуть. Все, теперь иглу убираем. Нити завязываем на узелочки, отрезаем лишнее и прячем вовнутрь головы игрушки. Итак, утяжечку полностью сделали. Над вторым глазиком утяжку я тоже сделала за кадром. И теперь берем вот такой вот крючок или что-то подобное ему и стараемся с внутренней стороны подтолкнуть наполнитель к щечкам, сделать их более такими пухленькими. Только делаем это очень осторожно, чтобы не порвать все нити утяжки. И со второй стороны точно так же.
Продолжаем оформление личика снеговичка девочки. За кадром я уже много что сделала, сейчас расскажу, что к чему. Вяжем вот такую вот детальку, носик-морковку вот по вот этой схеме. Далее этот носик пришиваем к голове игрушки, ориентируясь по нижнему краю глаз, чтобы верхний край носика, который прилегает к голове игрушки, тоже находился на этом же уровне. Далее плюшевой пряжей в цвет ротика и при помощи швейной иглы с большим ушком вышиваем вот таким вот образом ротик. Просто протягиваем нить сквозь столбики. И вот здесь вот в углублении вот эту вот пряжу, ротик у нас пусть будет таким подвижным. Сильно его не затягиваем, а вот так вот слегка, такой вот был, как бы, чтобы его было хорошо видно. И далее с хвостиков пряжи снимаем плюш, хвостики эти расслаиваем на равные части, завязываем на узелочки на задней стеночке любой подходящей петли, лишнее отрезаем и прячем вовнутрь головы игрушки. Как я прячу те или иные хвостики при вязании амигуруми игрушек, я подробно показываю и рассказываю в вязальной видео шпаргалочки. Ссылочка на то видео будет в описании под этим видео. И далее вышиваем брови. На 2 ряда вверх от верхнего края глаз поднимаемся и вышиваем брови на расстоянии друг от друга. На этом снеговичке у меня получается расстояние между бровей 5 столбиков. На первом снеговичке у меня здесь получилось 6 столбиков расстояния. И здесь также хвостики пряжи расслаиваем на равные части, завязываем на узелочки, фиксируя их на задней стеночке любой подходящей петли и прячем вовнутрь головы игрушки. По желанию можно девочке снеговичком вышить реснички, но только не клейте, а именно вышивайте на данной игрушке. Я это попробовала, но мне больше нравится вот такой вот взгляд без ресничек, он более такой младенческий. Далее свяжем шапку. Берем плюшевую пряжу в цвет шапочки, основной крючок и набираем 48 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 47, 48. И теперь эту цепочку соединяем в круг. Следим за тем, чтобы она не скрутилась. Заводим крючок в первую воздушную петлю и присоединяем соединительной петлей. Соединили и туда же в первую воздушную петлю провяжем первый столбик без накида. И еще провяжем 47 столбиков без накида. И это у нас будет первый ряд шапочки. В этом ряду итоговое количество петель у нас должно получиться 48. Провязали. Следующий ряд второй. В начале этого ряда в первую петлю провязываем соединительную петлю. Далее вяжем 2 воздушные петли. И далее у нас будет вязание столбиками с одним накидом. Делаем накид и в ту же первую петлю вяжем первый столбик с одним накидом. И до конца ряда вяжем еще 47 столбиков с одним накидом. И таким образом вяжем всего 10 рядов. В каждом ряду по 48 столбиков с одним накидом. Со второго ряда по 11 включительно. В конце 11 ряда вяжем соединительную петлю, рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик потом прячем вовнутрь шапочки. Итак, шапочка у нас почти готова. Это передняя сторона шапочки, это задняя сторона шапочки. Ровно посерединочке проходит шов. Все хвостики пряжи спрятаны вовнутрь шапочки. И теперь сделаем утяжку на макушке плюшевой пряжей того же цвета и подходящей иглой. Итак, это вот у нас верх шапочки, и это самый последний ряд 11. И считаем этот ряд 1 и спускаемся вниз на 3 ряда. 1, 2, 3. В четвертом ряду мы будем продевать пряжу для утяжки шапочки. Протягиваем, захватывая снаружи 2 столбика и с внутренней стороны тоже 2 столбика.
И здесь захватим по одному столбику и вытянем на расстоянии один столбик к первому хвостику. Оставим это подлиннее хвостики, затянем все хорошенечко, ровненько. Только делаем это осторожно, чтобы не порвать пряжу. Хорошенечко стягиваем шапочку. Здесь вот остается небольшое отверстие. Вот эту вот пряжу завязываем бантиком. На хвостиках, на кончиках делаем несколько узелочков. И еще вот эти вот конечные хвостики я фиксирую горячим клеем, чтобы плюш с них не снимался. Или же можно обработать огнем. Только будьте осторожны при работе с огнем. И далее нам остался сделать последний штрих. Это вышьем вот здесь вот на грудочке 7 полосочек розовой плюшевой пряжи, захватывая по 2 столбика. Сделаем ровно посерединочке. Можно 2 столбика, можно 3, кому как нравится. Ну вот, мои дорогие волшебницы и волшебники крючка, наша с вами девочка Снеговик Малышкина полностью готова. Я очень надеюсь, что у вас тоже все получилось. Буду с нетерпением ждать фото ваших работ, которые вы можете мне присылать сюда на электронную почту, или же в инстаграме ставить вот этот вот хэштег, или же делиться в чате моего телеграм-канала. Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще много интересных видео мастер-классов. Всем пока-пока!